В чем опасность вот этого недоверия? В том, что оно распространяется на всю организацию. Это то, что очень часто сдерживает рост компании. На самом деле выход из операционки, он вот здесь. Невозможно что-либо поменять на уровне действий. Вот просто невозможно. Лайфхак, да, такая вот практика, которую вы можете самостоятельно делать. Если регулярно это делать, это на самом деле рецепт освобождения от любой зависимости. Одна из самых сложных ситуаций в компаниях – это неумение делегировать. Как научиться отпустить контроль и делегировать? Очень хороший вопрос, очень глубокий вопрос, потому что вопрос делегирования, на самом деле, он нас возвращает к таким базовым вещам, глубинным внутри психики человека, как возможность доверия. Это то, что формируется на первом году жизни. Соответственно, да, более ранние процессы, они более глубокие, и они сложнее поддаются трансформации. Поэтому, если вы руководитель, собственник, и вы за собой это замечаете, моя рекомендация – это работа с психологом, с глубинным психологом, ну, если такое желание у вас есть. Что можно порекомендовать, вот такие лайфхаки, да, то, что можно использовать в текущей деятельности? Ну, во-первых, в чем еще сложность и в чем опасность вот этого недоверия? В том, что оно распространяется на всю организацию. То есть мышление собственника влияет на все процессы в бизнесе. И если собственник не может делегировать, то не может его там гендиректор. Если гендиректор не может, не могут директора направлений. То есть это как вот фракталы, оно множится на все, ну, то есть как бы вшивается в мышление всей организации. И это то, что очень часто сдерживает рост компании. Я это вижу буквально в каждой второй компании, с которой мы работаем как бизнес-психоаналитики, что все есть ресурсы, есть опыт, есть желание, есть идеи, но не хватает возможности отпустить, и получается, что руководители на каждом уровне начинают тонуть в операционке. Вот тема сейчас модная про выход из операционки. Да? На самом деле выход из операционки, он вот здесь. Это вопрос доверия. Это сейчас очень интересно. Все остальное технически. Потому что очень много прям учат, обучают, и везде, ну, сплошь и рядом, да, про то, как научиться делегировать, и по факту это просто действие, делать так, получше результат, но ничего не получается, так как нужно заглубиться, да? Невозможно что-либо поменять на уровне действий. Вот просто невозможно. Потому что есть более высокие уровни, если мы посмотрим, как работает психика, да, уровень действий – это уже производный уровень. Это то же самое, как, знаете, ну, замазать прыщ тональным кремом. То есть оно как бы вроде получше, но воспаление только усиливается, и завтра прыщ будет сильнее. И здесь та же история. Невозможность делегировать – это симптом. Симптом, который показывает, что у организации есть проблемы с доверием. Ну, они есть у собственника и дальше спускаются на организацию. Соответственно, вопрос нужно решать вот на этом уровне. Лайфхак, да, такая вот практика, которую вы можете самостоятельно делать. Смотрите, например, вот у вас приходит там недовольный клиент в организацию, он подходит к менеджеру, начинает что-то там выражать свое недовольство, и вы замечаете, первый ваш, что хочется сделать, это пойти и решить эту ситуацию. Да? И вот в этот момент вы себе говорите: я подойду через 3 минуты, через 5 минут. Пауза? Паузу. Возьмите паузу и наблюдайте, что с вашим телом. В этот момент ваше тело очень сильно напряжено. Фокус в том, что вот эти глубинные вещи, как доверие и прочее, мы очень хорошо можем снимать через тело. Потому что все, что младенец проживает, весь опыт, он фиксирует в теле. У него нет еще психических структур, которые отвечают за то, чтобы опыт собирать. И все это пишется в теле. И в момент, когда вам хочется вмешаться, чтобы спасти, в кавычках, ситуацию, остановитесь, 3, 5, 10 минут зафиксируйтесь и постарайтесь расслабить тело. И через это, понятно, это не волшебная таблетка, но если регулярно это делать, это на самом деле рецепт освобождения от любой зависимости. То же самое там с курением, например. Если вот тянет покурить, скажите себе 10 минут, я потом покурю, но 10 минут я наблюдаю, что с телом, и стараюсь его расслаблять. Таким образом мы немножко снимаем вот это напряжение и
происходит улучшение, да, то есть понятно, для качественной работы все же еще раз, это к специалистам, но какую-то вот такую помощь себе вполне можно оказать. Что я поняла, и мне сейчас очень интересно, я понимаю, что если человек, у которого есть проблемы делегировать, начнет просто делать, ну, как бы насильно делегировать так, как обучают по каким-то там методикам и техникам, он усилит свою внутреннюю проблему? Он усилит, он скорее всего получит проблемы в компании, которые подтвердят его установку, что доверять нельзя. Механизм, как это работает? Опять же, вот ситуация с недовольным клиентом. Да? Вот вам сказали, все, не вмешивайтесь, пусть там менеджер решает сам. Вы сидите, и вас вот так вот трясет, вы видите, что он делает не то, говорит не так, все, сейчас этот клиент уйдет, это важный клиент. И ваша тревога начинает создавать напряжение. Клиент бессознательно это чувствует, менеджер ваш бессознательно это чувствует, и, скорее всего, клиент начнет больше там чего-то там усугублять, менеджер начнет больше теряться, и ситуация зайдет в какой-то тупик, и действительно вы себе скажете, вот, я же так и знал, он не может сам решить, все я должен делать. Все. И ситуация подтверждает вашу установку, она закрепляется еще больше, и в следующий раз еще ярче проявляется, и получается такой вот замкнутый круг.